Итак, всем привет, ребят! Сегодня решила продолжить предыдущую тему того, что мы с вами разговаривали про жизнь после смерти. И знаете, по истечению небольшого времени, когда я ходила и обдумывала, что мне кажется, что я очень-очень мало на самом деле, опять же, рассказывала, делясь чем-то личным. Вообще, у меня есть такое, что мне достаточно очень тяжело делиться чем-то личным, какими-то личными воспоминаниями, личными какими-то, допустим, моментами из прошлой жизни, прочее. Если вы мой подписчик на Бусти или, допустим, в Солнечном клубе, то вы знаете эту мою особенность, потому что я очень часто о ней говорю, тем более, что на Бусти я очень много воспоминаний прошлой жизни рассказываю. Мне приходится это делать, и ребята, кто подписан на Бусти, знают, насколько я там иногда клешнями просто из себя это вытаскиваю, потому что вспоминать об этом больно зачастую, вспоминать об этом очень травматично, а ты как будто заново все эти события переживаешь, и не очень сильно хочется в это погружаться. То есть это то же самое, что вы, допустим, проживая даже эту жизнь, в ваших каких-то моментах жизни случались травматичные истории, когда, допустим, вам было плохо, какие-то не очень хорошие эмоции и прочее, вы бы не хотели возвращаться в эти воспоминания и как-то заново их переживать. И вот то же самое примерно вот у меня происходит только в памяти о прошлых жизнях. И на самом деле немножко отвлекусь, но скажу все-таки, что я немножко не понимаю тех людей, которые так рьяно завидуют или так рьяно говорят, вот вам везет, вы там помните прошлые жизни и так далее. Почему завидовать на самом деле, когда это очень больно помнить прошлые воспоминания какие-то. Это не то, что ты такой сел и такой: о, вау, я там в прошлой жизни был там королем Артуром или еще что-то. Это не весело, это не прикольно. Когда ты помнишь свое прошлое, ты помнишь, как ты умирал, ты помнишь людей, которые были тебе близки, ты помнишь там своих родителей, своих любимых каких-то. И вот это вот все у тебя идет, как будто это с тобой произошло вот здесь и сейчас. То есть нет разделения, как будто это было там в прошлой жизни, как там говорят, да, это вот воспоминания, как будто это произошло с тобой на прошлой неделе, да, или вот в этом воплощении, и тебе точно так же больно, тебе точно так же ужасно, там, хочется, там, я не знаю, там, увидеть какого-то человека, там, как-то перед ним извиниться или что-то еще сделать, но ты этого не можешь сделать ввиду того, что ты даже понимаешь, что вот ты любишь этого человека, как будто вот он вчера только вы с ним там расстались, и ты понимаешь, что в этой жизни, ну, ты никак с ним не встретишься. И чему завидовать в этом плане, я особо не знаю. То есть ты как бы живешь в прошлом, какой-то частью своей жизни, да, своего вот воплощения, и тебе надо как-то, живя с этим прошлым, как грузом таким, да, большим, как-то строить свою жизнь в настоящем. На самом деле это достаточно очень нелегко. И каждое такое воспоминание, оно является личным, может быть, поэтому мне достаточно тяжело этим делиться. И точно так же мое посмертие, да, те воспоминания, которые жизнь между жизнями, так называемые, это тоже воспоминания о каких-то эмоциях, которые я испытывала, о каких-то переживаниях, которые были у меня там. Это все равно является частью моей личности, потому что, ну, ты проживал там жизнь, ты проживал там что-то, ты проживал там общение там с другими душами, какие-то моменты и прочее, и мне, как я уже говорила, этим достаточно тяжело делиться, но также я понимаю, что если у меня есть эти воспоминания, если я все-таки решилась начать об этом говорить, начать говорить о чем-то таком личном, то мне уже как-то надо настраиваться, наверное, и все-таки говорить на чистоту, как было, и я знаю, что найдутся те люди, которые, конечно же, там посмеются где-нибудь, что-нибудь там ха-ха-ха, хи-хи-хи, несете вы чушь, это то же самое, что ты раскрываешь душу, да, в этот момент, ну, такие найдутся, конечно, вот, но они сами испытывают нечто подобное, наверное, по отношению к себе, поэтому позволяют такое делать по отношению к другим, вот, и считают это достойным поведением в отношении себя, видимо, но это уже их проблемы, но также я знаю, что есть люди, наверное, которым вот эти воспоминания и эти знания будут очень сильно нужны.
Также я бы хотела тоже от себя сказать, если у меня такой порыв. Я знаю, что я очень часто рассказываю у себя на канале какие-то вещи, которые вот это было так-то, да, вот это было так-то, вот, значит, есть там вот это, да, рассказываю о вселенной, там, рассказываю о каких-то семьях, о чем-то об устройстве, да, мира, там, прочее, и рассказываю это как будто, знаете, учебник открыла, образно говоря, и говорю. Но я хочу сразу сказать, что это тоже моменты моих воспоминаний, то есть это не просто я где-то там с потолка беру или что-то, это то, что я помню, это те знания, которые у меня есть, это те знания, с которыми я уже изначально пришла в этот мир, потому что, у меня просто так сложилось, я не знаю, как сказать, что у меня память не затертая. И я помню не только там какие-то отрывки из собственной жизни, но я помню также о том, как все устроено, как все дышит, чем дышит, как происходит и все остальное. Это то же самое, что вы, допустим, живете в этом мире, и вы знаете, что есть елки, есть березы, есть моря, океаны, реки, да, вы знаете, как там капает дождик и прочее, вот, но, допустим, там люди, которые живут где-то под землей и никогда не выходили наверх, да, они никогда не узнают о том, каково же там наверху, что же там существует, как же выглядит небо, как же выглядит солнце и так далее. Если у вас эти знания сохранились, да, допустим, вы там спустились под землю, условно, к подземным жителям, где у них нет ни солнца, ни березок, ни елочек, ничего, да, вот, вы просто помните об этом, и вы можете им об этом рассказать. Примерно у меня вот это то же самое, но, как я уже сказала, это все как часть тебя, да, часть твоей личности, и это достаточно тяжело. И сегодня я решила исправить этот момент, немножко, опять же, поговорить про посмертие и рассказать уже очень личные вещи, которые случались со мной в этой жизни, опять же, о последствиях того, что в мире существует некая фальсификация, и, наверное, того, что меня очень сильно гложило, когда я видела эти последствия вообще в мире и прочее, потому что на самом деле то, что наше сознание не помнит, не знает, у него нет четкого понимания, куда же мы идем после смерти, существует очень много различных не очень хороших проявлений у души, когда она не может развоплотиться, или есть не очень хорошие проявления, которые из-за незнания такого и непонимания того, что там, как надо, что будет и прочее, этим пользуются и пытаются души ловить. И сегодня я хочу этим поделиться откровением того, что я видела, это реально моменты из моей практики. Но начнем немножко с предыстории. Если вы, опять же, мой подписчик на Бусти, то вы, наверное, уже знаете историю с моей бабушкой, когда я рассказывала о том, как я видела душу своей бабушки в детстве, и вы уже знаете, что я на самом деле вижу очень многие вещи, и не только там как тонкий план, не только там считываю что-то, но я также вижу души людей, которых умерли. В принципе, для меня никогда не было понимания того, что человек умер, и это все, да, то есть я с самого раннего детства первый раз столкнулась со смертью, когда мне было 8 лет, получается, умерла моя бабушка со стороны мамы, и тогда я помню все вот эти моменты, я помню, что все там плакали, все стенали, все там было горе горьное, а я стояла и не могла понять, почему все рыдают, когда бабушка, вот она стоит рядом, и как бы что вообще происходит. Это было из-за того, что у меня не было ощущения, что она умерла, и не потому, что я была в какой-то вот такой сюрреалистичной иллюзии. Сейчас я уже понимаю, насколько это, наверное, было дико, и насколько бы другой человек, он испугался или бы сказал, это что-то из фильмов ужасов или что-то подобное, но для меня, для ребенка это было как-то, как само собой разумеющееся, или типа того, когда... Я помню, что когда мне только сообщили, что бабушка умерла, я еще плакала, потому что, я поняла, что все, она как бы развоплотилась, и мне действительно было больно, грустно от того, что она уходит, но как бы понятия «умерла совсем» у меня и тогда не было, но потом я очень четко помню до сих пор вот этот момент, когда
А тогда еще были как военные части, и надо было везти, там ночь это была, надо было везти тело в другой населенный пункт, и выделили машину, там машина такая была, как военного типа, и нужно было везти ночью это тело просто там за 100 километров. И я помню, как загрузили нас всех в кузов, там была я, моя мама, и в этом же кузове там такие лавки были, знаете, вот как военные сидят, вот в таких кузовах, то есть по двум сторонам лавки, и там солдаты сидят, вот такой вот военный грузовик был. И мы сидим на этих лавках, и просто посередине вот это свободное пространство, и там лежит тело, обернутое в простыни. И вот с этим телом я ехала посреди ночи, хоть и с мамой, просто по дороге, там кромешная тьма была, вот в грузовике в этом еще какой-то там свет горел. Так вот, я помню просто вот этот момент, что для меня было достаточно странно, то есть я просто смотрела на это тело, и для меня был сюр, потому что я не могла понять, и до сих пор вот эта вот, картина какая-то перед глазами всплывает, что я смотрю на это тело, вот оно лежит, я понимаю, что оно, просто вот осталось, там больше духа нет, а сама бабушка сидит рядом со мной, просто на этой лавке, с другой стороны, вот, с одной мама, с другой стороны бабушка сидит, и мы вместе с ней смотрим на это тело. И вот сейчас мне, допустим, от таких моментов страшно бы стало, да, я бы такая подумала, что это, то есть это реально похоже на какие-то рассказы из фильмов ужасов, но на тот момент для меня это было нормально, то есть... Были еще там моменты после того, как она умерла, после похорон еще, когда я сидела в комнате дома одна, и она меня звала с кухни, и прям вот отчетливо голос я слышала, так же, как вот, не знаю, мама бы меня кричала с кухни, то есть это было вполне на физике, я слышала этот голос отчетливо, где она говорила: иди сюда, я тебе быстро сказала, и я ей еще отвечала на всю комнату, что, да и сейчас, я сидела, делала уроки тогда, по школе, и я там с ней еще огрызалась, типа, да сейчас, подожди, я допишу, типа, и приду, сейчас, подожди, она, давай быстрее, иди сюда, и я вот прибегаю просто на кухню, и тут до меня доходит, что бабушки нет, что, этот голос, то есть откуда бы он взялся, но я уже на тот момент, мне было нормально, что она ходила, что я ее видела, вот, но на тот... когда она меня звала, уже она немножко уходила, то есть ее уже практически не было рядом. Так вот, вернемся к моменту, вот после того, как с машины нас выгрузили, тоже расскажу эту историю, наверное, для многих она будет ответом на вопрос. Многие спрашивают о том, что нужно ли душам умерших для того, чтобы их там отпевали, чтобы делали какие-то обряды над ними и прочее. Я расскажу то, как реагировала на это все моя бабушка, потому что я всю дорогу, пока там все вот эти вот обряды проходили сами похороны и прочее, я постоянно находилась рядом с ней, и это не с телом, да, а именно с душой. Вот, мы там с ней постоянно, грубо говоря, общались, то есть я ее видела, она висела как такой шарик, знаете, очень было похоже, то есть в какие-то моменты, если честно, я ее видела образом, то есть вот как будто она сидела, да, как будто сидела со мной рядом, а когда-то я видела ее вот как шарик, который зависал, допустим, как раз когда были обряды, я тогда была маленькая, то есть они там позвали кого-то, и меня выгнали из дома, это был деревенский дом, меня из него выгнали, и сказали, там, иди поиграйся во дворе, сейчас там будут делать что-то, какие-то отпевания, еще что-то, значит, ты тут будешь мешаться. И меня просто выгнали, и там все взрослые остались в этом доме, стол этот с телом и все остальные вещи, и я вышла, гуляю там по огороду, это еще осень такая очень ранняя была, я только-только там пошла во 2 класс, я помню, выхожу и сажусь рядом с калиткой, и она просто подлетает, и я вижу, что она из этого дома вылетает, то есть вот этот шарик такой светящийся, и она просто оттуда вылетает. Я такая в недоумении, и у меня вопросы, то есть я с ней тогда, на тот момент, я с ней общалась телепатически, то есть я ее спрашивала, почему, почему ты здесь? Почему ты ко мне сюда пришла, там же что-то для тебя делают, там происходит что-то важное, да, то есть мама там что-то заказывала, что-то там делают,
родственники собрались, что-то читают, это они же для тебя стараются, делают там что-то, мне сказали, что для тебя это важно, и она сказала, нет, мне туда не надо, я тут лучше с тобой побуду, типа, я не буду это слушать. И я до сих пор вспоминаю этот момент, и я тогда не поняла вообще, что к чему, я не поняла, почему так происходило, почему она не слушала это, почему ее души, когда читали вот эту всю штуку, ее там не было, и более того, она пыталась держаться от этого подальше. Она мне не объяснила, почему, просто сказала, ну, мне там не надо быть. Более того, когда вся эта процессия переместилась на кладбище, я, кстати, позже расскажу, почему она не захотела это сделать, но поняла я это гораздо позже, не ребенком уже. Вот, дальше, когда вся эта процессия пошла на кладбище, и там на кладбище тоже все пошли, меня оставили в машине одну и сказали, нечего тебе там делать, как бы, ну, нет, в машине я осталась не одна, но я не помню, кто еще со мной остался, там несколько родственников, по-моему, сидели, но как бы я вот чувствовала, что я как в одиночку, да, сижу. Там, возможно, там не сильно близкие родственники были, я уже не помню, кто там был даже. И мама пошла, вот, на кладбище, все, и я помню, что бабушка то же самое было, то есть они там пошли, вся процессия, тоже там вот кто там какие-то обряды делать, да, вот они там что-то как-то ритуально там закапывали, все это делали, и она тоже всю дорогу просидела со мной в машине, я не понимала, я говорила, ну там же что-то делают, там же, ну, что-то с телом твоим делают, там же там что-то происходит, да, что-то читают, опять же, какие-то там ритуалы для тебя делают, типа, которые тебе нужны, она говорила, нет, я туда не хочу, я лучше с тобой побуду. То есть для меня, как для ребенка, это казалось, что, ну, ей просто хочется побыть со мной, что я для нее гораздо важнее, чем вот все вот эти вот вещи, которые там с ней делают. Но потом, когда я столкнулась второй раз, кстати, со смертью, тоже дедушка умер, также со стороны мамы, с ним я не общалась, я помню, что он летал, как бы все, но мы с ним и при жизни его не были особо близки, как бы я с ним никогда особо не общалась, и как бы ему было на меня не очень до меня, как бы он так, ну, есть и есть, да, кто-то там бегает и бегает, какая-то девочка, вот. Не знаю, как он ко мне относился, в принципе, мне это не интересно, но и даже когда он развоплотился, ему было интересно другое, то есть другие люди, возле которых он там что-то кого-то летал и так далее. Другое дело, что, опять же, когда начались какие-то обряды, меня тогда, я не помню, по-моему, меня тогда не выгнали, я уже была постарше, поэтому, как бы, ну, более-менее там стояла, что-то это смотрела, его там тоже не было. То есть я не помню, чтобы он вообще проявлял хоть какой-то интерес к своему телу, как и бабушка, да, то есть как будто она это тело скинула просто и все, и ей дальше было, ну, не то чтобы не особо интересно, что с ним будет, но ей было точно неинтересно, что там с этим телом делают, и она не хотела принимать участие сама во всех вот этих вот отпевальнях и всем, что там происходило. То же самое было с дедом. Более того, все равно, когда умер дедушка, я была еще ребенком и не могла здраво оценить этот момент. Больше всего я увидела, наверное, отношение в более осознанном возрасте ко всем ритуалам, когда умер мой троюродный брат. Тогда я, конечно, для меня это был конкретный шок, и тем более я понимала, что он ушел раньше времени, то есть он не должен был уйти, но он, к сожалению, покинул этот мир, и там конкретно, ну, виновата была матрица, то есть его запихали в беличье колесо, и он просто в этом беличьем колесе сгорел, но это уже другая история. Другое дело, что на его похоронах было все то же самое, то есть пришел священник, пел аллилуйя, были свечи, были какие-то вот эти наговоры, разговоры, то есть все вот эти отпевальные обряды и прочее. Я тоже тогда очень сильно удивилась, то есть как человек, который видит души людей, которые умерли, да, вот умерших. Я помню, что брат, когда он развоплотился, он также ко мне пришел, потому что когда мне сказали, что он ушел, я была в шоке, и я кричала его, что происходит, ты где вообще, что... И вот он тогда услышал меня, мы с ним поговорили, как бы я помню тоже, когда, ну, ему достаточно очень было то, что я его вижу,
но он больше вокруг матери крутился, конечно, он вот мать, и он постоянно вот вокруг матери пытался ее утешить, потому что она, ну, очень-очень страшно было, конечно, когда родители хоронят своих детей. Я думаю, вы можете там представить состояние его мамы, но как бы другое дело, что когда он хоть и вертелся вокруг матери всю дорогу, но когда пришел вот этот вот священник, начал что-то читать, душа моего брата просто покинула помещение, и даже несмотря на то, что мать была там, то, что там очень много родственников было, и даже меня там поставили, выцепили, чтобы я там как-то что-то типа принимала участие в этом во всем, пытались мне там свечку сунуть и так далее, он просто оттуда вот просто испарился, он ушел. То есть, опять же, уже третья душа, просто вот я была на 3 похоронах всего, и 3 души просто не слушали это. Они вот куда угодно, но лишь бы там не быть. И более того, когда я слушала конкретно текст, который там озвучивается, в детстве, конечно, я была очень маленькой, я вряд ли там вообще вслушивалась в это во все. Но брат, когда ушел, я уже была в сознательном возрасте, и я слышала вот эти вот всяческие слова, что его куда-то зазывают, его пытаются, его душу куда-то утащить, куда-то зазвать, куда-то в какие-то там ниши, в какие-то, по какой-то дороге там увезти. Ну, то есть фактически его хотят схватить и куда-то утащить. И душа этого не слушала, и я тогда тоже, я помню, хотя это был такой возраст, когда я еще не до конца, то есть, ну, не то чтобы проснулась, я, конечно, не спала с детства, но как бы у меня еще не было понимания, насколько тут все плохо, и меня тогда уже насторожили какие-то вещи, я такая думаю, так, стоп, в смысле, типа, он и так знает, куда идти, он и так, ну, то есть это на уровне инстинктов, да, он знает, откуда он пришел, то есть душа, она все помнит, она помнит, где находится, да, вот та самая канцелярия, откуда она пришла, и она знает, куда ей подниматься, а тут просто берут и пытаются эту душу куда-то перенаправить. Мне это тогда очень сильно не понравилось, и я поняла, что и брат это слушать не стал именно по этой причине. Тогда же я осознала, почему это все не слушала моя бабушка, и почему дед не стал это тоже ни разу слушать. То есть вот эти вот все моменты, мало того, что они, ну, кто бы как сейчас не относился, да, но я как человек, который видит души умерших людей, наблюдал за поведением души человека, да, и не одной души, а нескольких душ, в моментах, именно когда идет погребение, когда идут вот эти обряды, когда вот это вот все происходит, я видела, что души, в принципе, против вот этого всего, то есть они этого опасаются, более того, они боятся этого, они не хотят это слушать, и они как бы, ну, не очень рады даже тому, что происходит. Простите меня, но вот как то, что из моей практики, из моей жизни даже, какая практика, просто из того, что я видела в жизни. Я вам могу рассказать вот свой опыт лицезрения вот этого всего. Я думаю, что многие там, может быть, скажут: Надежда, вы сейчас чушь какую-то несете или еще что-то, но извините меня, для того, чтобы говорить такие вещи, что я там несу чушь или еще что-то, давайте так, вы тогда говорите: я вот такой-то, такой-то, я тоже вижу души, я тоже с ними разговариваю, я наблюдал за другими душами в моменте того, когда их хоронили, и могу точно сказать, что я видел картину другую, опишите мне свой опыт того, что вы видели, и я как бы тоже с удовольствием почитаю, мне будет интересно. Вот, другие же вот эти вот: я ничего не вижу, я ничего не знаю, но кто-то там что-то сказал, поэтому я вот тут буду сидеть и говорить вам о том, что то, что вы видите своими глазами, является чем-то там, какой-то пургой, потому что я этого не вижу, ну извините. Также, как я уже сказала, если у вас есть какие-то истории свои, где вы что-то наблюдали вообще, да, связанное с развоплощением, с душами людей, может быть, кто-то из вас также имел подобный какой-то опыт общения, вот, с людьми, которые ушли из жизни, и что они вам говорили, да, каким-то своим опытом хотите поделиться, напишите в комментариях, думаю, и мне, и другим ребятам, кто смотрит это видео, да и не только смотрит это видео, а вообще там многие мои видео
будет интересно это почитать. Это касательно вот 3 случая, которые я вам рассказала о том, где я сталкивалась со смертью, то есть именно с людьми умершими, да, где я имела опыт какой-то, соприкосновение с этим, видела, как оно происходит, да, как себя ведут эти души, что вообще с ними и как. Это вот только 3 примера. Также у меня есть еще 2 очень интересных случая, которые тоже очень сильно показательны о том, как души здесь застревают, то есть как именно души могут здесь застрять. И это не просто какая-то теория, я расскажу реально 2 случая, опять же, из моей жизни, которые я лицезрела, которые были у меня в практике, да, с которыми я сталкивалась, и которые я разрешала. То есть мне удавалось эти случаи разрешить и помочь этим душам, но об этих 2 случаях я расскажу уже в следующих видео. Вот это как раз-таки 2 конкретно очень таких показательных тоже случая, которые покажут вам, при каких обстоятельствах души здесь застревают и на самом деле, конечно, могут получить некий травмирующий опыт. И в одном из них там тоже вот этот вот момент, связанный с тем, что душа не знает, куда она попадет, что с ней будет, да, что у нас нет здесь знания о том, куда мы попадем после смерти, нормального знания, да, что есть канцелярия, что есть вот это все, что там не страшно, там их не будут жарить на сковородках или еще что-то. Насколько вот этот страх, который нам здесь внушают перед вообще развоплощением, насколько он играет ключевую роль в подобных каких-то случаях. Но об этом, обо всем, как я уже сказала в следующем ролике. Ну а у меня напоследок есть для вас очень хорошая новость. Меня на e-mail и в боте солнечного клуба очень часто спрашивают о том, что если сейчас поддержка на курсах, на моих, да, это курс по отключению под ключик, а также курс по базовым основам управления реальностью, то есть это такой очень-очень крутой курс по намерению, который поможет вам научиться выстраивать собственную реальность и жить так, как вы хотите, а не так, как хочет там кто-то там, то есть не барахтаться в этой жизни, а строить ее так, как вы желаете. Несмотря на то, что на курсах в формате записи сохранены видео такого формата, как вопрос-ответ, которые происходили именно в моменте, когда сами курсы были запущены, и там первые 100-150 участников заходили на курс, и вопросов достаточно много и очень много охватывает, но все равно у многих ребят, которые сейчас уже в записи приобретают курсы и начинают их слушать, остается открыт вопрос с тем, чтобы получать обратную связь, чтобы общаться с другими ребятами, которые проходят курс, да, потому что вот эта взаимная поддержка, она очень важная, потому что хочется какие-то моменты, которые остаются непонятными, где-то что-то уточнить, где-то что-то все равно задать вопрос, и это для многих очень-очень сильно важно. В связи с чем я решила не оставлять ребят, которые сейчас приобретают курсы в записи без такой поддержки, а также сделать приятное тем ребятам, кто состоит в солнечном клубе и еще либо не проходил курсы, либо только-только собирается их пройти. Я решила объединить эти 2 платформы для успешной работы, потому что я знаю, что когда ребята в клубе проходят курсы, всегда в клубе есть отдача, всегда есть взаимопомощь, всегда есть поддержка, также там есть я, которая где-то что-то может тоже ответить, дать обратную связь, ну а также очень много ребят, которые уже прошли очень многие материалы и практики и уже могут со стороны своего опыта поделиться какими-то своими примерами, достижениями и наработками. Поэтому с сегодняшнего дня для всех ребят, кто хочет приобрести курсы и которым требуется поддержка, а также для всех ребят, кто уже состоит в солнечном клубе, для вас с сегодняшнего дня будут действовать промокоды на скидку 10% на любой из моих курсов, что равно по сумме 2-месячной подписки к клубу для курса по отключению под ключик, а также месячной подписки к клубу для курса по реализации намерения.
Более того, для тех, кто решит воспользоваться данным предложением в ближайшую неделю, скидка будет повышена до 20%. Удачного всем начала лета, а также удачной работы над собой. Надеюсь, для многих это поможет сделать прохождение курсов более доступным, комфортным и продуктивным. Но у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Я вам напоминаю, что каждый из вас может поспособствовать тому, чтобы как можно больше людей смогло проснуться и начать сбрасывать все оковы, которые были навязаны им извне. Для этого многого не нужно, всего лишь помочь пробуждающей информации стать более доступной для большинства, чтобы все, кто в ней нуждается, смогли ее увидеть и заметить. Для этого вам достаточно поставить лайк под этим видео и написать комментарий, чтобы оно попало в список рекомендованных и как можно больше людей смогли его увидеть и решить для себя, нуждаются они в данной информации или нет. Но, несомненно, многим это позволит сделать свой выбор, шагнув в сторону пробуждения, где уже дальше все будет зависеть только от них самих.